Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Несколько дней я тестировал колонку Tronsmart MirTune S100. Мне прислали ее на обзор и сказали: потестируй ее, если она хорошая, можешь оставить о ней положительный отзыв, если не понравится, расскажи ее минусы. Естественно, я ее изучил, потестировал, сейчас поделюсь с вами впечатлениями. Во-первых, стоит сказать, что здесь есть функция встроенного пауэрбанка. Например, для меня это важная функция. Работает это следующим образом. На задней стороне имеется резиновая заглушка, она толстая для того, чтобы не проникала влага, так как здесь имеется влагозащита IPX7. К слову говоря, пока я ее тестировал на улице и делал съемки, пошел дождь. Я специально не прятал ее от дождя, ничего плохого не случилось. Единственное, что стоит отметить, здесь на передней панели есть декоративная рамка, вот она. Под нее попадал дождь и оставались разводы, которые потом высыхали. Внутрь колонки вода не попадает. Вернемся к разъемам. Что мы здесь имеем? Естественно, через выход AUX колонку можно подключить, например, к ноутбуку, чтобы через нее воспроизводился звук. С картой памяти, думаю, все понятно. Вставляете карточку с музыкой, воспроизведение будет происходить через нее. Разъем USB Type-C для зарядки колонки. А вот через простой разъем USB можно подключиться к телефону. Происходит это достаточно просто. Второй конец провода с USB Type-C вставляем в телефон. Начинается зарядка. Считаю это очень важной функцией. При этом в колонке установлена батарея на 8000 мАч. С полным зарядом беспроводная колонка может играть около 20 часов. К слову говоря, здесь установлено 3 динамика, 2 пищалки по бокам и в середине сабвуфер. Сразу стоит отметить, что звук здесь достаточно качественный, но сабвуфер не выдает каких-то выдающихся басов. Скорее, он настроен к средним частотам, но все же бас здесь присутствует, и он не слабый. В общем-то, для такого размера звук здесь очень громкий и насыщенный. Все-таки колонка имеет небольшой размер, посмотрите сравнение с телефоном. В пике максимальной громкости колонка выдала 87 дБ, что очень даже неплохо. Общая мощность 50 Вт, 30 Вт идет на сабвуфер и по 10 на боковые. К слову говоря, в приложении к этой колонке можно регулировать бас и настраивать эквалайзер под себя, к этому мы еще дойдем. Если говорить о внешнем виде, сетка на передней и задней частях выполнена из ткани, под ней, конечно же, находится металлическая часть. Окантовка из пластика. Качественная резиновая ручка. С помощью нее колонку удобно носить в одной руке. Снизу располагается прорезиненная ножка, которая практически на любых поверхностях не позволяет скользить колонке. Что еще интересного можно отметить? Для полноценного использования вам понадобится приложение Tronsmart. Его можно скачать в Play Market, просто в поиске вбейте это название. Далее включаем колонку удержанием этой клавиши. На телефоне активируем Bluetooth. Подключаем колонку. Называется она Tronsmart MirTune S100. Приложению даем все разрешения. Выбираем нашу колонку. Теперь она готова к работе. Первое, что хочется отметить, в приложении в правом верхнем углу есть следующие настройки. Например, автовыключение. Можно выставлять заданные параметры, например, на 45 минут. Либо настраивать самому. Полезная функция, если вы, например, перед сном слушаете аудиокниги. Также в этом меню можно обновить прошивку колонки. Далее в основном меню приложения, если мы зайдем вот в этот пункт, здесь и есть эквалайзер, заданные пресеты. Функция очень чувствительная и хорошо поддается настройке. Звук однозначно становится лучше. Далее зайдем в шестеренку в нижнем правом углу. Здесь мы можем менять режимы, если сзади к колонке что-то еще подключено в ее разъемы. Например, если стоит карта памяти, здесь мы можем на нее переключиться. Также колонка имеет режим стереосопряжения. Для его активации нужна еще одна такая же колонка этой фирмы. Вот здесь есть соответствующая кнопка, то есть 2 колонки будут играть от одного источника звука. Думаю, здесь все понятно. Светодиодные режимы. Когда воспроизводится музыка, здесь по краям вы можете увидеть подсветку. Ее вообще можно отключать, либо изменять.
слову говоря, практически все эти функции, которые я показал в телефоне, можно включать или отключать на самой колонке. Чтобы в них разобраться, зайдите в эти настройки, руководство пользователя. Здесь абсолютно все понятно. Например, быстрое нажатие на кнопку питания меняет подсветку, либо отключает ее. В целом это неплохая колонка с хорошим звучанием и интересными функциями. Особенно мне понравилась функция пауэрбанка. Здесь достаточно хорошие средние и высокие частоты. Немного не хватает низких, но нужно учитывать ее размер. Все-таки она небольшая. С данным производителем TronSmart я сталкиваюсь не первый раз. Лично мое мнение, продукты у них качественные и вполне могут конкурировать с дорогими фирмами. Если что, ссылку на эту колонку оставлю в описании под этим роликом. Не забудьте поставить лайк, пишите ваши вопросы в комментариях. Всем только качественных девайсов. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.